Добрый день! Если вы смотрите это видео, то вы изучаете русский язык и хотите знать о культуре и традициях в России. Сегодня мы будем говорить о празднике, который отмечают в России весной, о Пасхе. Hello! If you are watching this video, then you are learning Russian and you would like to know more about the Russian traditions and Russian culture. Today, we are going to speak about a holiday which is celebrated in spring in Russia, about Easter. Guten Tag! Wenn Sie sich dieses Video anschauen, dann lernen Sie Russisch und wollen mehr über die russische Kultur wissen. Heute sprechen wir über den Feiertag, der im Frühling gefeiert wird, über Ostern. Я буду читать русский текст. Если вы не понимаете текст, включите английские или немецкие субтитры. Приятного просмотра! I'm going to read a text in Russian. If you don't understand it, please switch on the English or German subtitles. Enjoy it! Ich werde den russischen Text lesen. Falls Sie diesen Text nicht verstehen, dann können Sie die englischen oder die deutschen Untertitel anschalten. Viel Spaß! Пасха – это религиозный праздник. Это самый важный христианский праздник. Христианство в России называется православие. Поэтому мы говорим православный монастырь, православная церковь, православное Рождество, православные праздники. Вы, конечно, знаете, что Пасху празднуют не только в России. Другие христианские страны тоже празднуют Пасху. Каждая страна – это свои оригинальные пасхальные традиции и уникальные праздничные блюда. Пасха – это весенний праздник. Пасху празднуют обычно в апреле или в мае. Католическая Пасха и православная Пасха не всегда бывают в один день. Дату Пасхи в России фиксирует православный календарь. Какие символы и традиции у Пасхи в России? 10 символов Пасхи в России. Первый символ – буквы ХВ. Эти две буквы можно часто видеть во время Пасхи в России. Например, на открытке, в церкви, на десерте. Буква Х значит Христос, буква В – воскрес. Это главная фраза в христианстве. На Пасху в России люди, когда видят друг друга, говорят «Христос воскрес!» и отвечают «Воистину воскрес!». Это традиционное пасхальное приветствие. До революции в России была еще одна традиция. После приветствия целовать друг друга 3 раза. Второй символ – крест. Это главный христианский символ. На кресте умер Иисус Христос и в 3-й день воскрес. Третий символ – красный цвет. Это главный цвет праздника. Красные цветы, красные яйца, красные атрибуты в церкви. Если русская женщина идет в этот день в церковь, она часто надевает красную одежду или берет красный платок. Четвертый символ –
колокольный звон. Пасха – это самый музыкальный религиозный праздник в России. В этот день каждый человек в церкви может звонить в колокола. Говорят, что слушать колокольный звон не только приятно, но и полезно для здоровья. Пятый символ – яйцо. Это символ жизни. В России, как и в Европе, на Пасху красят яйца. Особенно маленькие дети любят красить и декорировать пасхальные яйца. В России нет традиции прятать и потом искать яйца в саду, как, например, в Европе или в Америке. В России яйца только едят или дарят их друг другу как сувенир. Например, император Николай II любил дарить ювелирные яйца. Сейчас весь мир знает яйца Фаберже из его коллекции. Шестой символ – кулич. Это самое популярное пасхальное блюдо в России. Многие женщины сами делают куличи на Пасху, но если вы не умеете готовить, это не проблема. Потому что каждый магазин, булочная или супермаркет предлагает большой выбор. Большие куличи, маленькие куличи, шоколадные куличи, миндальные куличи, куличи без глютена, без лактозы, без сахара и так далее. Седьмой символ – творожная Пасха. Это традиционный сладкий десерт в форме пирамиды. Обязательный ингредиент – творог. Очень часто на Пасхе есть декоративное украшение – буквы ХВ или маленький крест. Творожная Пасха – это очень вкусный десерт, но готовить его очень сложно и долго. Несколько дней Пасха должна стоять в холодильнике. Но потом Пасха – это украшение стола и радость для гурмана. Восьмой символ – верба. За неделю до Пасхи христиане празднуют Пальмовое воскресенье. Россия – северная страна, и, конечно, здесь нет пальмы. Поэтому русские люди берут вербу, а Пальмовое воскресенье называют вербное воскресенье. Девятый символ – чистый четверг. В этот день в России есть традиция убирать квартиру, мыть окна, печь куличи и красить яйца. Все должно быть готово для Пасхи. Все должно быть красиво и чисто. Десятый символ – цыпленок и заяц. Это, конечно, популярные символы в Европе и Америке. Россия любит свои русские пасхальные традиции, но новые иностранные традиции тоже активно приходят в Россию. Поэтому здесь часто можно увидеть зайца и цыпленка на открытке или декорации. Слово «воскресенье» – это тоже символ. Как вы знаете, Пасху всегда празднуют в воскресенье. Слово «воскресенье» – это не только день недели. Воскресенье значит воскресение или возвращение к жизни. На Пасху мы празднуем воскресение Иисуса Христа. Поэтому мы говорим «Христос воскрес!». В субботу перед Пасхой многие русские люди идут в церковь.
Они берут с собой куличи, пасхи, яйца и другую еду. Около церкви в этот день можно видеть длинную очередь. Почему? В этот день есть традиция освящать еду. Многие люди до Пасхи не ели мясо, рыбу и яйца, не пили молоко и алкоголь. Это время до Пасхи 48 дней называется Великий пост. После поста все очень рады готовить и есть вкусные блюда. Если вы будете в России во время Пасхи, обязательно попробуйте кулич или творожную пасху. Эти блюда едят только один раз в году. Когда в России празднуют Пасху, это можно очень легко увидеть. Все продуктовые магазины продают куличи. Женщины готовят праздничный обед. Дети красят яйца. В церкви красивая праздничная литургия, звонят в колокола. Люди по традиции говорят друг другу «Христос воскрес!». В этот день в России организуют концерты, выставки, ярмарки. Люди гуляют, отдыхают, ходят в гости. Все ярко и очень красиво. Русская душа поет. С Пасхой!